Здравствуйте, мои уважаемые зрители! У нас сегодня прогноз на любовь. У нас расклад для тех, кто расстался. Давайте посмотрим, это разрыв окончательный или, возможно, воссоединение. У нас будет 3 варианта. Первый у нас розовый кварц, второй аметист и третий у нас авантюрин. Выбирайте ваш вариант. Можете по цифрам 1, 2, 3 или, может быть, по камушкам. Мы посмотрим на колоде кристального видения, и символон нам еще даст советы. Хорошо, если вам нужно больше времени, останавливайте видео, не спешите. Мы начнем с первого варианта. Для тех, кто выбрал розовый кварц. Давайте посмотрим, что вас ждет в этих отношениях. Это окончательный разрыв или, возможно, ваше соединение. Ну, может быть, карта вам посоветует обратить на что-то внимание в этом вопросе. Король мечей. Тут, может быть, отношения были с королем мечей. Или это был король мечей, это может быть воздушная масть, близнецы, весы, водолей. Или, может быть, человек, который носил форму, оружие. Может быть, это врач, хирург, преподаватель. Или человек, который работает с железом. Ну и еще король мечей, конечно, человек жесткий, требовательный. Он любит, чтобы ему подчинялись. Но с ним очень тяжело спорить. Иногда карта говорит, что человек был жестокий. Давайте мы посмотрим. Первый вариант. Розовый кварц. Разрыв или соединение. Первая позиция у нас это скрытые, неявные причины, которые произошли, из-за чего произошел конфликт. Может быть, вы о них даже и не знаете. Ну, скорее всего, знаете, да. Явные причины расставания. Что сейчас между вами происходит, если вообще что-то происходит? Да, но мечей очень много. Ваша ситуация в ближайшее будущее. Подсказка для вас. Что вам можно сделать, чтобы наладить эти отношения? Так, и предостережение, да, что делать не следует. Ну и, возможно, возможность совместного будущего у вас с этим человеком. Ага. А вот информацию-то нам и закрыли. Тут карта говорит, все будет зависеть от предпринятых вами усилий. Девятка мечей. У вас одни мечи. Девятка мечей и девятка жезлов говорят, учтите свои старые ошибки в этих отношениях, промахи, но отношения у вас кармические. Здесь очень много претензий друг к другу по пажу мечей. То есть это скрытые неявные причины. Кто-то кого-то критиковал. Это вообще карта недопонимания, незрелости. У нас там король мечей выпадал, у нас королева мечей. То есть тут людям нужно просто стать взрослее, брать ответственность за эти отношения. Вот какой результат будет? От нас эту информацию скрыли. Это будет зависеть от... Прислушаетесь ли вы к совету карт или нет? Здесь еще, знаете, скрытое что? Тут было недоверие. Здесь, недопонимание, я уже сказала. Тут еще, может быть, была слежка. Может быть, из чего расстались, конфликт из-за чего стал. То есть человек понял, что вы контролируете, следите за ним, может быть, за ней, да. Тут неважно, кто меня смотрит. Может быть, отслеживали контакты в телефоне, в соцсетях. Из-за этого произошел конфликт. Явные причины расставания, здесь кармический урок. Кармические отношения это или нужно пройти какой-то урок с этим человеком, получить опыт и отпустить, или создать очень крепкое взаимодействие. Но колесо фортуны говорит, что вас трясло в этих отношениях. Я тут вообще любви как таковой не вижу, тут одни мечи.
Может быть, карта говорит, что вот человек вас чему-то учил. Конечно, как правило, колесо фортуны показывает, что это какие-то судьбоносные отношения у вас были. Но иногда еще она показывает повторяющиеся. То есть вот были у вас отношения, закончились, приходит новый человек, сначала все хорошо, потом опять повторяется старый сценарий. Здесь карта говорит, в первую очередь вам нужно меняться самим. И тогда в вашу жизнь будут притягиваться совсем другие партнеры или партнерши. Изменитесь вы, изменится и мир вокруг вас. Может быть, карта говорит, что это была вообще случайная связь. Как таковой любви-то здесь я не вижу. Была бы хоть одна карта кубков. Что сейчас между вами? Двойка мечей. В первую очередь, это невозможность доверять друг другу, это невозможность договориться. Вы закрываете глаза на какую-то правду, что, скорее всего, это вообще не ваш человек. Интуиция-то вам подсказывает, что надо отпустить. Ну, был опыт, был урок. Скорее всего, опыт не очень приятный. Конечно, иногда двойка говорит вообще выбор из двух партнеров. Например, вы находитесь в отношениях. Здесь у вас появился человек. Была короткая связь. Паш мечей может говорить, что вы боялись, что этот вопрос раскроется. Вот тогда вот эта карта говорит, если это была связь в браке, то лучше эту тайну сохраните. Ситуация в ближайшее будущее, королева мечей у нас ложится. Для женщин здесь карта говорит, нужно принимать правильное, трезвое, разумное решение. Если вы в этих отношениях не чувствовали себя свободной, раскрепощенной, я говорю, тут даже я не вижу любви. Может быть, здесь был какой-то расчет. То сейчас, если уж вы это отрезали из своей жизни, то уже не возвращайтесь к этому. Да, королева мечей делает больно, но зато она нас от чего-то освобождает. Может быть, здесь были какие-то интеллектуальные отношения. Я больше скажу, что здесь кто-то кого-то чему-то учил. Ну, а как карта говорит, что вам нужно предпринять, чтобы наладить эти отношения, это убирать из своего характера категоричность, холодность, отчужденность, королева мечей. Да, вот я сказала, и все, так и будет. Вам нужно становиться мягче. Я здесь хочу одну карту вам достать. Сговорчивее, мягче. Ну или отсекать. Да, вот туз мечей, опять мечи. Вот понимаете, у вас одни мечи. Вообще туз мечей, это вот, да, говорю, это категоричность. Вот как я сказала, так и должно быть. Это вот враждебный настрой. Да, ну для мужчин, может быть, вот реально вы столкнулись вот с такой дамой. Может быть, она обладает какой-то властью, поэтому с ней очень тяжело договориться. Ну а также это контроль, это тотальный контроль, это слежка, это отслеживание, кому звонил, с кем разговаривал, куда ходил, чем занимался. Но все равно это были отношения кармические, они вас чему-то учили. Перепутала все позиции. Да, перепутала позиции. Четверка у нас это ситуация в ближайшее будущее. Ну, тут надо что-то отсекать. То, что вас сдерживало и ограничивало. Или женщинам нужно меняться. А вот что вам нужно сделать, чтобы наладить отношения? Здесь не наступать на одни и те же грабли. Воспользоваться своим прошлым опытом. Это работа над ошибками. И не закрываться. Если человек сейчас пойдет на контакт, попытается с вами составить какой-то разговор, не закрывайтесь, выслушайте, поговорите, расставьте все точки над «и» и примите обоюдное решение. Или вы расстаетесь навсегда, или еще есть шанс прийти к общему знаменателю. Но вот тут предостережение, что делать не стоит, императрица. Во-первых, не стоит начинать пока новые отношения. Если еще в вашем сердце кипит неразрешенный вопрос, да, то есть туз мечей, сначала уже все, поставьте точку в тех отношениях, только потом начинайте новые.
Может быть, здесь еще конфликт был, например, из-за того, что стал вопрос о беременности. Может быть, женщина начала давить на мужчину, что давай поженимся. То есть я хочу стать хозяйкой дома. Так, я хочу еще императрицу уточнить. Может быть, человек был женат. Императрица говорит, что у человека есть семья. Тут больше похоже на беременность. Да. Больше похоже на беременность. Ну или тут женщина долго ждала предложения руки и сердца. Из-за этого вы эти отношения разорвали. Ну сколько можно? Время уходит, я хочу семью, я хочу детей. Или ждала, когда человек... Дьявол, да, зависимость. Тут какая-то зависимость была. Тут еще страстное желание. Вот я говорю, стать императрицей, получить колечко на пальчик, родить ребенка. Или тут зависимость была, человек был не свободен. Вы понимаете, закрыли от вас информацию. Вот девятка на дне колоды говорит, что в ваши отношения в эти нужно внести ясность. Вот этот вот туз мечей. Уже принять какое-то решение обоюдное. Самое важное, из-за чего вы смотрите, нам закрыли информацию. То есть вот этот шар, в который я сейчас смотрю образно, да, он пока мутный. Тут все будет зависеть от того, составите ли вы этот разговор, расставите ли вы точки все над «и» и примете обоюдное решение. Только потом будущее откроет вам информацию. У нас же не бывает такого приговора, вот только так и не иначе. Нет, нам судьба всегда предоставляет выбор. То есть тут карта говорит, все будет зависеть от принятого вами решения. Давайте еще символон посмотрим. Совет получим на символоне для вас. Для тех, кто выбрал первую позицию, розовый кварц. Ой, слушайте, ну у вас тут эрос, у вас тут и любовь, у вас тут и страсть. Ну вот это наказание, самобичевание, может быть, это еще и самокритика, что я недостойна любви. И впадание вот в эту спящую королеву, ну тут кто-то, конечно, принца ждет. А вам говорят, принца не ждите, а вот тот человек, который рядом с вами, во-первых, это отношения кармические, но тут вы можете создать очень крепкое взаимодействие, любовь, поддержку. То есть вы держитесь за руки, вы смотрите друг на друга, вы обнажены, то есть вы должны проявить доверие и понимание к этому человеку. А здесь мечи-то одно сплошное недоверие. Контроль. То есть тут надо начинать с себя. Вот кто меня смотрит, мужчина, женщина, там король мечей выпал, здесь королева мечей. Во-первых, вас показывает, что вы очень похожи, вы подходите друг к другу, но, может быть, реально у вас сложные характеры. То есть вам тяжело притереться. Убирайте вот эту критику, самокритику. И еще вот эта карта говорит, да, мы ждем, когда человек пойдет на примирение. Тут вот вам говорят, не ждите, сами берите бразды правления над этой ситуацией в свои руки. И тогда у вас есть шанс создать очень гармоничные отношения. Но вот эти мечи все надо убирать. Мечи — это не лучшая масть для отношений. Идеала нет. Этот человек вам послан, вот карма, по судьбе. Не знаю, может быть, у вас предъявление к нему очень больших требований. Поэтому здесь нужно просто поговорить. Такой у нас получился первый расклад. Я благодарю вас за просмотр. Любви вам, понимания. Всего вам хорошего. Хорошо, у нас для тех, кто выбрал аметист. Давайте посмотрим, что у вас происходит в этих отношениях. Это окончательный разрыв или есть шанс восстановить отношения?
Но причины, которые привели, подсказки получим, что вам нужно предпринять, чтобы наладить эти отношения. А что делать не стоит. Ну и совет, конечно. Совет и возможный результат будущего. Второй вариант для тех, кто выбрал аметист. Разрыв или воссоединение. Давайте посмотрим скрытые, неявные причины произошедшего конфликта, расставания, о которых вы, может быть, даже и не подозревали. Ну и явную причину расставания. Что сейчас происходит между вами? Как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем? Подсказка. Что вам можно сделать, чтобы вновь наладить эти отношения? Предостережение. Что, может быть, делать не стоит? Ну, опять же, это по мнению карт. Решение всегда принимает человек. Возможность совместного будущего в вашей паре. Что у нас на дне? Шестерка пентаклей. Угу. Да, но здесь хотя бы присутствуют кубки. В первом варианте там просто одни мечи. Здесь, может быть, смотрят меня люди, которые или находились в длительных отношениях, или в браке. Здесь скрытые неявные причины, у нас туз кубков ложится. Может быть, и явная причина расставания — это паш жезлов. Может быть, человек нашел себе кого-то на стороне. Влюбился. Тут и любовь, тут и страсть. Но еще здесь какие-то вопросы, может быть, связанные с беременностью. Может быть, вы поставили человека перед фактом, вот женщины меня смотрят, ну, мужчины тоже меня могут смотреть, да, что беременность. Потому что паш — это явно, это ребенок. Мужчина, скорее всего, оказался к этому не готов. Но между вами сейчас Луна. Луна — это что-то скрытое, это какие-то подозрения, ну, в первую очередь это нестабильность. Это может быть обиды, ревность, какие-то предчувствия неприятные, страхи. Страх сделать важный шаг. Ну, еще ведь это карта беременности, материнства. Может быть, у вас раздрай тут из-за ребенка. Ну, например, у вас отношения были с человеком, у которого есть ребенок. Ну, не договорились вы, может быть, не нашли общий язык. То есть Луна говорит, что вы сейчас не контролируете вот эту ситуацию, связанную с отношениями. И вы не знаете, что вас ждет в будущем. Это когда все вот заволакивается какой-то мглой, туманом. Это неясность. Конечно, карта говорит, слушайте свою интуицию, что вам подсказывает. Опять же, это может быть Луна, спутанное сознание. Может быть, вы человека приревновали. Может быть, в чем-то начали подозревать. Но это отношения у вас кармические, да, вот что между вами? Карма. Как правило, если какие-то отношения в нашей жизни очень сложные, то это отношения кармические. Это и любовные отношения, это и в семье, с каким человеком нам тяжело договориться. Это и на работе, и с друзьями. То есть вы здесь проходите урок. Конечно, колесо фортуны — это всегда какая-то тряска, это нестабильность. Это то мы любим друг друга. Мы чувствуем жуткое притяжение. Мы не можем дышать без этого человека. Или у нас это колесо поворачивается, у нас тут ненависть. Нам хочется наказать, нам хочется расстаться, разорвать эти отношения. То есть вот это колесо крутится, вносит в нашу жизнь какую-то нестабильность. Ну, Луна — это тоже нестабильность. Вот у нас как в карты ложится в позиции, что
как подсказка-то, что вам нужно или можно сделать, чтобы опять наладить эти отношения. И у нас шестерка кубков — это как раз налаживание отношений. Это в первую очередь взаимопонимание. Это когда мы наши отношения приводим в гармонию, в баланс. Но тут еще вот ребенок, я говорю, может быть, или у вас разрыв из-за того, что вы не смогли договориться, например, с ребенком вашего избранника. Тут вам нужно обязательно наладить в первую очередь отношения с ребенком. И еще у нас на дне колоды ложится шестерка пентаклей. Это нежность, забота. Это когда два человека вкладываются в отношения по-ровному. Да? Вот тут весы. Весы, которые должны быть уравновешены. Но в первую очередь в отношениях. Тут еще, знаете, вот информация идет. Разрыв мог произойти из-за того, что человек куда-то уехал. Может быть, на заработки. Может быть, из-за этого вы и расстались. То есть чувство есть, любовь есть. Но вот по пажу жезлов, может быть, человек получил какое-то предложение о работе. И куда-то отправился, и, естественно, у вас произошло разъединение. Тут вот эти карты говорят, что... Вот 3 карты говорят о том, что человеку не следует надолго уезжать. А если, например, мужчина работает где-то в другом городе, значит, надо перевозить и семью любимого человека вместе с собой. Нельзя оставлять наедине. То есть восьмерка — это надо уезжать всем вместе. Ну вот как идет информация, я и передаю. Да. Еще как в совет, я перепрыгнула, сейчас вернусь. Это возможность совместного будущего. Восьмерка: или вместе мы уезжаем, или мы преодолеваем вот эту притирку характеров и переводим наши отношения на более стабильный уровень. Здесь еще может быть, знаете, разрыв произошел из-за отношений, не сложившихся отношений, например, с чьей-то мамой. Я говорю, кармические отношения бывают не только с любимыми людьми, а теща, свекровь. Тогда здесь снимайте собственное жилье и переезжайте. Да, кто-то может вам помочь. Ну, шестерка пентаклей — это может быть помощь от кого-то. Да, здесь вы будете стоять перед выбором. Или съезжать, или ехать на заработки всем вместе, чтобы не было этой разлуки. Или, может быть, взять кредит, взять ипотеку и переехать в собственное жилье. То есть вот мужчине уезжать нельзя. Нельзя оставлять свою семью, свою любимую женщину. Ну, может быть, это и женщина куда-то уезжает. То есть, если ездите куда-то на заработки, уезжайте все вместе. Постарайтесь переехать. Ну, или решите вопрос с жильем. Так. Здесь такая у вас информация идет. Давайте еще совет получим. Ну, вот я говорю, какой-то человек, манипулятор, который вносит разлад в ваши отношения. И алхимик. Это, знаете, как какой-то серый кардинал, который действует, может быть, за вашей спиной. То есть вам нужно от кого-то съехать. Какая-то чья-то мама проявляет чересчур большую опеку. И опять идет материнство. Тут я говорю, или расставание у вас из-за ребенка, или чего-то, или, может быть, расставание из-за беременности неожиданной. Или здесь вот чья-то мама проявляет чересчур большую заботу, вмешивается в ваши отношения. Смотрите, какой вариант вам больше подходит. В отношениях у вас кармические, вы можете создать очень сильное взаимодействие. Но вам в эти отношения нужно внести баланс. И постарайтесь, чтобы никто не вмешивался. Тогда есть шанс помириться. Ну, а если это была притирка характеров, то тогда нужно постараться договориться. Вот так у нас получился второй расклад. Я благодарю вас за просмотр. Я желаю любви, понимания. Мы переходим к третьему варианту для тех, кто выбрал авантюрин. Давайте посмотрим, что
Что вас ждет в этих отношениях? Это разрыв или есть шанс для воссоединения? Ну, посмотрим явную, скрытую причину вашего расставания. Что вам нужно предпринять, а что делать не стоит. Ну и возможность совместного будущего с этим человеком, с этим партнером или партнершей. Третий вариант – разрыв и соединение для тех, кто выбрал авантюрин. Первый у нас это скрытые неявные причины произошедшего расставания, конфликта, о которых вы, может быть, даже и не подозреваете. Явные причины расставания – это то, что вы видите. Что сейчас между вами? Как будет развиваться ситуация в ближайшее будущее этих отношений? Подсказка для вас. Что вам можно сделать, чтобы вновь наладить эти отношения? Еще один король. Потрясающе. Предостережение, что делать не стоит. И возможность совместного будущего в этой паре. На дне у нас старший аркан звезда. Ну, тут, во-первых, два короля и рыцарь. Конечно, эта карта и мужчин может показывать. Но первая карта у вас – это скрытые неявные причины произошедшего конфликта, о которых вы не подозревали. Рыцарь жезлов – это может быть человек, который покоряет какие-то новые вершины. Как правило, это завоеватель. Он добивается желаемого и очень быстро к этому охладевает. То есть ему нужно новые покорять вершины, далее новые отношения, новых женщин, новых мужчин. Как правило, это человек не очень надежный. Ну, надежный в каком плане? Его не интересует сам результат, его интересует процесс. Да, отношения могли быть страстные, бурно развивались. Тут может быть и сильное сексуальное влечение. Может быть, это человек вообще приезжий. Это может быть человек, который приезжает в командировки. Или это была встреча, например, вы куда-то ездили. Как правило, иногда эта карта показывает курортный роман. Но карта говорит, вы не идеализируете себя по поводу этого человека. Он как быстро загорается, так же он быстро и теряет интерес. Вот может быть от вас это было скрыто. Потому что явная причина расставания здесь у нас ложится король пентаклей. А вы, наоборот, возлагали очень большие надежды на этого человека. Мужчина здесь хотел уже с этой дамой создать, может быть, даже что-то большее, чем просто отношения. Может быть, жить одним домом, или даже, может быть, вы предполагали пожениться. Может быть, у женщин было понимание, что этот человек женат. То есть король пентаклей – это все-таки уже король. То есть он уже что-то создал в своей жизни. Может быть, у него семья, дети. Но вы надеялись, что человек ради вас бросит свою семью. Что сейчас между вами? Восьмерка, да? Это разочарование. Это уход. Уход из этих отношений, на которые вы возлагали большие надежды. Это или человек мог уехать. То есть по этой карте она говорит, что вы расстались. Сами вы приняли это решение. Или человек решение это принял. Ситуация в ближайшее будущее нет. Все, это закончилось. Забудьте. Эта дверь уже для вас закрыта. Смерть. Это отношения закончились, и возвратиться к ним невозможно. Вот подсказка, да, что вам нужно сделать, чтобы вновь наладить эти отношения. Тут, смотрите, рыцарь перешел в короля. От вас тут ничего не зависит. Человек просто был не готов к чему-то более серьезному. Предостережение, что вам делать не стоит. Четверка. Углубляться в свой мир. Закрываться. Плакать вот над этой потерей.
вас ждет счастье, вас ждут новые отношения. Туз пентаклей и звезда. Звезда — это очень перспективные отношения. Это вот встретить свою звезду, да. Это, да еще по тузу пентаклей, это очень стабильные отношения, надежные. И с этим человеком вы можете обрести счастье. Счастье, покой и создать свою семью. А этого человека отпустите. Забудьте про него, про нее. И вот четверка, да, в этой колоде вот как бы человек плачет вот над этими опрокинутыми кубками, да, а ему как бы Вселенная говорит: тебя ждет новая любовь. Отпусти его, все, его или ее. Освободи свое сердце для новых отношений. Еще хочу вам символон посмотреть. Ну, от туза пентаклей нельзя отказываться. Но вы должны быть к этому готовы. Вы должны обратить внимание на нового человека, который приходит в вашу жизнь. И он вам даст и надежду, и счастье. И еще этот человек принесет вам вот это душевное исцеление. Так, третий вариант. Совет от символона. Ну, человек, возмутитель спокойствия, да, ну, ничего серьезного здесь. Ну, повел себя как, ну, как дурачок. Вот этот носик показывает, как Буратино. Может быть, вы эти отношения скрывали. Вот сейчас-то вампир. Это человек вот ворвался в вашу жизнь, высосал из вас энергию и оставил вас вот совершенно без сил. Вот в этом четверка, да, это вот это опьянение. Знаете, как человек надеялся на эти отношения, и вот как облом. И все. И нет сил, и нет желания вообще продолжать жить и обращать внимание на новые предложения. Ну, завоеватель, я говорю, это вот он идет по головам. То есть этот человек завоевает новые территории, новых людей, новые вот эти вот, может быть, у него там соревнования, сколько он женщин или там мужчин покорил. Но он проходит, вот он завоевал то, что получил, что хотел, и ушел дальше. Я говорю, его не интересует результат, его интересует сам процесс завоевания. Так, ну вот советы, карта говорит, что потерянные надежды, убирайте вот это чувство вины, что это может быть я виноват или я виновата, вот это самоистязание себя, наказание. Наверное, я что-то не так сделал или сделал, и поэтому вот меня бросили. Нет, здесь вообще вашей вины нет. Так, одну карту совет сейчас. Восстановите свои силы. Вот как четверка, да, кубков у нас, смотрите, вот человек сидит, и здесь приходит человек с кубком. Это вообще вот его даже пожалеть надо, вот этого человека, его или ее. Вот знаете, когда люди идут по головам, одна связь, вторая связь, третья связь. То есть вот ищет человек что-то, вот как Дон Кихот, да, это погони за ветряными мельницами. И к концу жизни эти люди, как правило, остаются у разбитого корыта и думают, вот что я там этого человека бросил, этого человека бросил. Почему вот не создал я семью? И чувства были. И вот, а что меня вот все постоянно подвигало куда-то дальше, идти к каким-то новым далям? И остаются они, как правило, ни с чем. А вас ждет новая любовь. Вот. Все. Закрыли книгу. Карты сказали, вообще не ваш человек, и даже не стоит о нем или о ней горевать. Но вам нужно вот постараться выйти из этого состояния. Отвлекитесь сейчас на себя. Вот позвольте себе заняться своими делами. Может быть, запишите в какую-то спортивную секцию. Начните заниматься теми вещами, которые доставляют вам радость. Не знаю, может быть, начните рисовать или творчеством каким-то. То, что вас отвлечет. Вот может быть какая-то занятость или какая-то деятельность, которая вас сейчас манит. Может быть, там вы познакомитесь с человеком, с которым у вас будет очень много общих интересов.
Ну или хотя бы карта говорит, общайтесь, не закрывайтесь в своем мире. Может быть, звезда-то говорит это знакомство через интернет. Да, вот королева мечей. Это же женщина, которая испытала какие-то разочарования в своей жизни, и сейчас она вот как закрыта, что ли, отсекает все предложения этим мечом. Но еще это коммуникация. Да, может быть, вообще знакомство с человеком где-то в другом городе, в другой стране. Вот так у нас получился третий расклад. Я желаю вам счастья, любви. Благодарю за просмотр. Всем хорошего.